Так, всем привет. Смотрите, давайте следующее видео поговорим о фермах. Как создавать ферму, как перевозить, я уже показывал. Сейчас я хочу показать вам другую вещь. Вот это у меня ферма 16 уровня. Я делаю ее боевой. Что значит боевая ферма? Во-первых, она имеет профессию генерала осады. Чтобы была усилена, да? Профессия у нее качается. Задание завершили, да? Да. Она имеет генерал осады. Она сейчас 16 уровня. Сейчас мне нужно храм крещения на 16 поднятие, подром на 16, и все остальное у меня уже подготовлено. Да. Все остальное у меня подготовлено. Я сейчас набираю ресурсы на подготовку. То есть боевую ферму я буду доводить до 19 уровня. Она мне нужна будет на рок. Что значит не боевая ферма? Давайте я вам сейчас покажу не боевую ферму. Она у меня, правда, маленькая. Так. Сейчас переключусь на окно. Вот она. Моя, получается, ферма. Эта ферма не боевая. Она имеет 13 уровень, у нее не очень большие легионы. Вот легион вернулся с этого. С задания провинции. Мы отправляем на добычу. Не боевые фермы. Они нужны только для сбора ресурсов. В принципе, фермы 13 уровня для того, чтобы собирать ресурсов, вам хватит. Но доход ее будет не очень большой в сутки. Я здесь, конечно, клепаю армию, но на небоевых можно вообще клепать только вот, сейчас покажу. Ну, я клепаю 4 уровень. Вообще на небоевых можно вот качать вот первый либо второй уровень коней, чтобы грузоподъемность была выше, потому что у войск Т1, Т2 самая высокая грузоподъемность. Ну, я качаю, как обычно, 4 метод. Не боевая ферма имеет у меня ресурсную профессию торговец. Сейчас 2 очка получили. Давайте выкачаем. Вот. У нее имеется черный рынок. То есть мы постоянно за золото покупаем здесь. За золото либо за кристаллы мы покупаем ресурсы. Ускорители. Я обычно немножко покупаю. Ну, 125 со скидкой, отлично. Так, ускорители. Ускорители. Смотрите. То есть на ферме 13 уровня мы берем любых героев. Ну вот у меня здесь нападали рыжие, да, я оранжевых поставил. Ваша, в принципе, задача что? На небоевой ферме. Легиону хотя бы выкачиваете 2 героев. Всем легионам.
Это я уже здесь изучаюсь, третий изучаю. Так. Ой, не то сделал. Ладно. То есть, берете, чтобы у вас легионы были хотя бы вот по 190 тысяч, ну, по 2 героя, да. Здесь вот у меня 3-го уровня и 2-го они дают, в принципе, нормальную по вместимости. Ну, вот даже откроем тренировка, информацию. Смотрите, у него грузоподъемность 14, да? Вот у 3-го уровня. Открываем 1-й конюхи, у него 15. То есть у 1000 коней 1-го уровня будет грузоподъемность 15 тысяч. У этих будет 14 тысяч. То есть 100 тысяч это 150 тысяч там, да? Так вот. Дальше, что еще на ресурсной ферме желательно сделать? Можно, в принципе, поднимать вот это здание, кузница, до 9-го уровня, чтобы расширить количество слотов. Поднять институт до 9-го уровня. Так, что у меня тут? Угольный цех. Давайте его завершим. Вот. Сейчас я покажу, что я хочу сделать на этой ферме. Смотрите, я сейчас поднимаю институт на 9-й уровень. Давайте завершим. Нам доступна вот эта наука. Так, час 20 делаем. Здесь достаточно вот эту выучить. Все, и дальше можно дальше заниматься прокачкой. Так, смотрите, что мы сделали. У нас было 2 слота в кузнице. Мы добавили еще один. То есть теперь мы по 3 материала делаем. Делаем создание. Ну вот у нас сейчас накидка собирателя делается. Давайте завершим ее моментально. Получить. Ну, синяя сделалась, отлично. На небоевой ферме желательно собрать хотя бы синего цвета собирателя. Вот я 4 куртки сделал, у меня на 2 легионах получается есть. Я сейчас сделаю следующим образом. Так, это синтезировать. Экипировка, раз у нас получилась синяя, мы ее разбираем. Эту я на 3-й легион поставлю. Так, разобрали. И снова. Здесь мы меняем на зеленую. Ну и смотрим, получится у нас синий или не получится. На ресурсные фермы обычно делаете как? Зашли, отправили на добычу свои войска. Видите, вот один день, 11 часов, 7 часов, да, собирают. Ну, может, если у вас есть там основы, или вы в каком-то ленте сходили. Вот это вот тоже надо собрать. Так, обменять медаль мудрости. Давайте обменяем. Тем более они у нас есть. Далее. На нечисть я не хожу. Делаем взносы в альянс. Буквально 5-10 минут можно зайти вот на ферму.
Видите, у меня не хватило. Давайте сюда добьем. Так. Потому что это нам приносит ресурсы, которые можем потом забрать на основу. Так. Ну, у нас сейчас стройка идет. Я здесь строю. Видите, я поднимаю все на 13 уровень. Абсолютно все. Поднимем тоже. Самое главное поднять угольные здания, чтобы уголь добывался. И все здания, которые могут потреблять угол, вот эти вот. Вот. Для того, чтобы им работать, им не нужна дорога. Раз им не нужна дорога, значит мы просто берем ее и отключаем. Все. Соответственно, мы снижаем потребление угля. То есть вот 163 у нас сейчас идет добыча, 63 расход. Если мы обратно все это дело подключим, у нас 80 уже расход. То есть еще можно вот эти здания отключить, да, от дороги там. Сейчас вот отключу от дороги, покажу. Я хочу вам показать просто разницу. Еще на 4000 уменьшили. Вот это здание тоже можно отключить. Еще на 400, да? Давайте вот. Походные палатки им тоже, в принципе, не нужна дорога. Я сейчас покажу вообще все здания, которые можно отключить, чтобы они не жрали уголь. Ну, в принципе, прилично дает. Вот это здание можно отключить от дороги. Еще на 20, да? То есть это те здания, которые нам не нужны, и они будут и так работать. Ну, это здание, ладно, верну назад. Вот. Если бы я этот еще полигон убрал бы, еще бы меньше бы занимало. Вот. То есть минимальный уровень для фермы, которая ресурсная, вам нужно 13 уровень, 3 легиона. Желательно вообще ферму делать 18 уровня. Потому что там уже 4 легиона, и 4 легиона приносит очень много. Ферма, получается, 18 уровня больше приносит. 19, конечно, еще больше. Многие стараются делать там 19 уровня и забивать их. Делают там войска Т7, чтобы этот... Так, это были не боевые фермы. Давайте я сейчас переключусь на боевую ферму. Боевая ферма это ваша основная, то есть ферма такая же, как основа. Желательно на ней иметь профессию грабитель. Здесь у меня ферма 18 уровня, она агроном. Вот. Это боевая ферма. Здесь войска идут пока Т6. 4 легиона. Вот один на задании. Самый слабый, видите, он не прокачанный, и он чисто для заданий, да. Все остальные по 20, по 18. Ну, короче, целые сутки копают, даже больше. Если активировать вот этот бонус, то копать будут, они закончат быстрее. Всегда заправляем уголь. Я на боевой также отключаю вот эти здания.
Видите, сразу же минимум 100 тысяч потребления. Можно перенести сюда. Надо тут еще дороги доделывать. Эти здания я пока не качаю. Нужны кристаллы. То есть на боевой ферме вам придется проводить столько же времени, примерно сколько и на основе. Заправляя это, создавая шмот, броню, да. То есть, ну, здесь у меня как бы, ну, пока так. Это можно разобрать. Ну, видите, у меня даже не на всех еще одето. Надо одеть. Это разбираем. Так. Синтез всего. Здесь я на этой ферме просто вот шмот создавал. Так, ну вот у нас фиолетовые есть. Давайте, так, тогда уже начнем фиолетовое делать. Здесь, как всегда, одну семью. Нам нужны, потому что фиолетовые куски. И создаю самые эти долгие, да? Так. Давайте за кристалл выучим. Еще один слот. Кузницы получили. Так, кузница на втором. Ну, сейчас будем задания эти выполнять сегодня. В общем, вот различие между небоевой и боевой. Вот у нас получается боевая, она такая же, как основа, желательно с профессией рейдера. И получается, вот эта ферма у нас не боевая. То есть здесь здание подняли до 13 уровня. Подняли склады, чтобы у них было там по 3, по 4 миллиона, да, чтобы можно было насобирали ресурсов, выложили их отсюда, вот из рюкзака. Получается отсюда. Ну, отправили свою основу, ограбили. Армия у вас там продолжает копать. А боевыми фермами вы можете воевать, помогать основному альянсу в захвате плиток в рог. Лечить не буду. Вот, в принципе, все. По боевым и боевым фермам, я думаю, тут понятно.